Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим о наушниках от компании Weezer. И приходят они в достаточно такой средней по размеру коробке, но с приятным оформлением. Здесь имеется изображение самих наушников на лицевой части и название модели HE10. Ну и конечно же есть логотип Hi-Res Audio, куда же без него. Ну а сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечает один динамический драйвер 10,2 мм, а чувствительность наушников составляет 119 дБ, и они получили 36 Ом импеданс. На раскачку они не самые легкие, имейте это в виду. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Ну и первым делом здесь нас встречает такой бумажный конверт с гарантийной карточкой и мануалом по использованию и эксплуатации наушников. Здесь также написано, что входит в комплектацию. Ну а здесь уже аккуратно так расположились сами наушники. Давайте я сейчас их достану. И они довольно миниатюрные, я думаю, вы это сразу заметили. Выполнены они из металла. Их дизайн реально хороший, выглядит достаточно, я бы сказал, свежо. И как по мне, здесь имеется очень даже такой бодрый взгляд на оформление корпуса наушников в этом году. Что на левом, что на правом наушнике здесь имеется логотип Weezer. И вот здесь расположена надпись Kylin Acoustic. Вот так ее можно заметить и прочитать. Также у них имеется два акустических отверстия. Одно расположено здесь рядом с этим золотистым соплом, под которым находится вот такая металлическая сеточка. И здесь у них установлен стандартный разъем 2 пин, немного выпирающий из корпуса, рядом с которым имеется маркировка красного цвета, означающая, что это правый наушник. А в задней части корпуса установлено второе отверстие и есть также маркировка правого наушника, отмеченная буквой R. У левого, соответственно, L. Ну а с посадкой и эргономикой здесь полный порядок, так как наушники такие достаточно небольшие и прилегают очень плотно к уху. Поэтому что с посадкой, что со звукоизоляцией, здесь никаких проблем нет. Ну а теперь давайте рассмотрим аксессуары, которые входят в комплект. В этой черной закручивающейся баночке первым делом нас встречает такая небольшая щеточка для чистки наушников. И здесь имеется два набора амбушюр. Первые вокальные. Вот так они выглядят. А вторые референсные. Они выглядят немного по-другому. Здесь у них более широкое сопло, и мне они понравились больше. Я использовал именно их. То есть в целом здесь достаточно такие удобные амбушюры, качественные, в комплекте идут. Можно использовать их, можно поставить, конечно, другие без проблем. Так как у наушников достаточно широкий диаметр сопла, и большинство амбушюр сюда подойдет как надо. Ну и напоследок давайте рассмотрим этот приятный двухжильный кабель, который под стать наушникам в цвет. У него имеются правильно сформированные такие заушины с коннекторами 2 пин. Имеется разъем 3,5 мм джек для подключения к ЦАПу. Да, он не откручивается. Жаль здесь, конечно, что нету балансного, но вот как есть. Сам кабель практически не путается. И поэтому у меня лично к нему нет никаких вопросов. И менять его на что-то другое лично я не вижу смысла. Так как он отлично подходит к наушникам. И если вы подставите сюда какой-то другой кабель, уже все это вместе будет смотреться не так эффектно. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о звучании этой модели Weezer Kylin HE10. Использовал я, как всегда, и слушал их с ЦАПом Topping G5. И вот так выглядит графика чиха этих наушников. Здесь есть и умеренное количество низких частот с таким хорошим заходом на средний диапазон, но уже чуть более подкрашенная область верхней середины
из самых дальних верхов. Ну и начну, как всегда, с разбора низких частот. Сам бас в этих наушниках достаточно текстурный и хорошо контролируемый. И низкие частоты больше сосредоточены на саббасе, с небольшим, но приятным усилением удара мид-баса для лучшего панча. Но ощущается это скорее как такой больше слегка мягкий и сглаженный на атаку удар. То есть это не супер атакующая динамо и уж тем более не планарный подчеркнутый характер. Но тем не менее сам бас получился достаточно таким правильным и собранным и подробным на текстуру. И радует, что он не затмевает под собой средний диапазон. Но средние частоты в этих наушниках довольно натуральные и слоистые, хорошо собранные в пространстве и правильно сфокусированные. Вокал звучит достаточно весомо, но при этом он имеет такой сглаженный тембральный характер с немного темным оттенком в звучании и ощущается немного сухим, хотя с прозрачностью и разделением инструментов в этом диапазоне особых проблем нет. И тяжелые жанры звучат достаточно динамично с таким жирным характером, особенно заметным у гитар. А женский вокал звучит довольно насыщенно, за счет акцента на верхней середине, но при этом еще находится в так называемой безопасной зоне и не выпиливает вам мозг, хотя область верхней середины, на мой вкус, я бы прибрал. Но ударные здесь тоже заметно так подчеркнуты и выдвинуты вперед, вместе с вокальной частью и имеют неплохие транзиенты. Но вот высокие частоты Weezer HE10 тонально ощущаются очень тепло с небольшой светлостью и искристостью на дальних верхах, но за счет этого здесь также присутствует большое количество воздуха и более выраженная четкость у тарелок, а разрешение находится на хорошем уровне как для чисто динамического излучателя. Понравилось мне также то, что их можно слушать достаточно долго, наушники не сильно уходят в аналитику, то есть они не утомляют, отыгрывают материал спокойно и достаточно сдержанно и довольно гладко. Хай-хеты и крэши хоть и акцентированы, но не выпиливают вам мозг, поэтому этот диапазон по-прежнему ощущается сбалансированным. И инструментальная и классическая музыка звучит побогаче на обертона. А проработка хвостов от реверберации здесь заметно так подтянута. Они такие достаточно продолжительные и не обрывистые. Но вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Weezer HE10 получились достаточно бодрыми, динамическими наушниками. С хорошим, но немного вальяжным басом. С достаточно чистой и подробной серединкой и приятными дополняющими гладкими высокими частотами. В целом, по жанрам достаточно универсальные и подойдут для многих музыкальных композиций. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Также пишите ваши комментарии. С вами, как всегда, был Айси Genius. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и пока.